С прошедшим Новым годом! Интересно, как ты его провел? Можешь потом написать в комментариях. Я свой, если честно, провел в World of Warcraft. И кажется, это многое обо мне говорит. Опять работа? Сегодня у меня для тебя игра про детектива, которая расследует дело о жестоком убийстве. Уже через пару минут мы найдем странный код, и он может изменить все, что мы знаем о деревне. 1972 год, 20 ноября, понедельник. Наш персонаж выглядит подозрительно знакомо. Да, он реально похож на Гордона Фримена. Добрый день, детектив Михайлович. Я офицер Стрелков. Надеюсь, мы вас не разбудили. Недавно произошло убийство в деревне, около 2 часов езды отсюда. Забираем документы, без них сотрудники КГБ нас даже слушать не станут. Выбора нет, мы едем. Как только мне дали возможность взаимодействовать с объектами, я первым делом начал стучать в дверь. Ответа нет, тишина. Ладно, спускаемся вниз, дело ждать не будет. Мы приезжаем к месту преступления рядом с деревней Велск. Место сразу ощущается неправильным. Лесоруб, которого мы встречаем, выглядит как гигачат. Но сегодня он явно не настроен на разговоры. Впрочем, здесь вообще никто не разговорчивый. И почти сразу мы находим записку. На ней всего одно число. Либо как шифр 3471, тут как поглядеть. И это только начало. Уверен, позже мы поймем, что это может значить. Мы возвращаемся домой, нужно поспать. Завтра снова рабочий день. Но код 3471 не дает мне покоя. Я не могу понять его смысл, но где-то в глубине души знаю, завтра будет что-то еще более странное. 1972 год, 21 ноября, вторник. Опять на работу. Доброе утро, Федор. Ты пил? Конечно, конечно. Девочку до сих пор не опознали, но они считают, что убийца кто-то из жителей той деревни. Нам нужно помочь в поисковой операции. Ладно, поисковая операция. Стоп. Это что, кровь на стене? Я уже начинаю подозревать, что это дело куда глубже, чем кажется. На стене в деревне мы находим пентаграмму, сектантскую, со странными символами. Я решил немного покопаться и смог распознать 3 руны. В англосаксонском футарке она называлась Нут и означала нужду, тоску, неизбежность. Слева Нагалос. В старшем футарке это град. Не просто погода, а разрушительная сила. Снизу Аугис. Ее связывают с защитой. Или с лосем. Да, звучит странно, но так и есть. Справа, подожди, не может быть. Кажется, за кнопку подписаться на канал Интервиз, где выходят самые интересные и страшные инди-хорроры. На нее, кстати, точно стоит нажать. Неподалеку сидит старая бабушка. Как и все здесь, она молчит. В будке я нахожу еще одну записку. Самое интересное в ней — новый код. 5112. Теперь у нас есть уже целая цепочка. 3471 5112. По длинному тире мы понимаем, что третьей части кода не хватает. Без нее исследование невозможно. Сегодня мы ее не найдем, но я уверен, убийца сам подскажет, где искать. По дороге домой со мной происходит странный инцидент. Но у двери я нахожу записку, и на ней 7916. Но откуда он знает, где я живу? Вокруг никого. Значит, за мной следили. Теперь у нас есть полный код. 3471 5112 7916. 1972 год, 22 ноября, среда. И снова что-то не так. Следы ведут к запасному выходу. На полу лежит табельное оружие женщины в форме. Он убил всех?
Дверь закрыта. Это тоже?